Обозреваем окрестности. Маршрут сегодня у нас такой легкий. Хотим пройтись без всяких экстримов. Но палки на всякий случай взяли, конечно, с собой. Посмотрим там. Пока пойдем по дну балки. Она плавно нас увидит туда, на плато Крушлюка. Туда сходим. Курбан-Кае. Ну, а может мы будем идти, раз, и нам захочется подняться к каким-нибудь тут скалкам, там, или что-нибудь еще интересное заметим. Но это по ходу дела. Сегодня очень ветрено, тепло, но ветрено. Я надеюсь, сейчас зайдем внутрь балки поглубже, и там будет тишина. Обычное в крымских лесах явление. Шлагбаум. Совершенно бессмысленное. Потому что квадроцикл под ним подъедет, мотоцикл под ним подъедет. Да, любой уважающийся квадроциклист имеет в своем арсенале болгарку на аккумуляторчиках. И это спилить очень легко. Ну да, к тому же, как мы видим, замок открыт. Непонятно, зачем это потрачено такая куча денег. Шлагбаум. Кому-то, наверное, от этого стало лучше. Точно не посетителям. Вообще, дорожка очень простая, совершенно. Идешь через лес с небольшим подъемчиком. Широкая, утоптанная. Видно, правда, маловато. Вот так вот, такие вот виды открываются. Здесь явно надо подниматься, идти по дорожке, и потом подниматься к заинтересовавшим скалам. Ну или вообще, может быть, идти вот там вдоль скальной стенки. Но сегодня мы не пойдем так. Современное магическое мышление в действии. Честно говоря, даже не знаю, для чего это предназначено. Мега сооружение. Вот, какой-то знак. Череп где-то выковырили. Собачью, по-моему, да. Повесили. Не знаю. Что это вот здесь происходит. Ну, надо, конечно, заснять. Может, потом покажем, кто-нибудь нам подскажет, для чего это и зачем. Дорога по лесу не примечательна ничем. Прошли вот ее километра 3, наверное. Подъемчики умеренные, да, можно сказать, легкие. Такие. Плюшевый маршрутик. Вышли вот из лесу. А тут уже вдали видно, собственно, цель нашего путешествия, Курбан-Кая. Вот он стоит так. Найдем, как к ней пройти попроще. Только что мы с Наташечкой сообразили, что мы на этой Курбан-Кае уже были раз 10, наверное. Мы тут с другой стороны ее заезжали на машине, там можно было подъехать прям под нее. Поднимались, ходили там вокруг, лазили. Вот с другой стороны она вся такая в дырочках. Поэтому мы этот камень называли сыр. Говорили, мы поедем на сыр. А это, оказывается, Курбан-Кая. Мы к ней вышли с другого ракурса. Посмотрим, можно ли с этой стороны на нее подняться, потому что вот с задней стороны, если отсюда смотреть, с обратной стороны, не с задней стороны, так вот с обратной стороны на нее подняться достаточно просто. Посмотрим, можно ли отсюда залезть. По дну ущелья, видимо, течет речка, и такой красивый, известковый, чистейший песочек намытый. А мы по этому маленькому ущелью поднимаемся поближе к нашей скале, на которой, оказывается, мы уже были столько раз. Так в интернете начитаешься: Крымский сфинкс, Курбан-Кая, тра-ля-ля, бла-бла-бла, блин. Ни координаты не посмотришь, не глянешь, что там уже был, блин. Поедешь, и, оказывается, тут попадаешь в такую смешную ситуацию. Но мы с другой стороны заходили, с этой стороны еще не лазили, так что все не зря все равно.
Вот тут намыто в русле ручья, столько ракушек намыло древних. Не знаю, это сколько им миллионов лет, 150. Что-то за ракушки тоже не знаю. Возьмем с собой парочку. Такие есть плоские. Это вот такая типа устрицы с носиком. Еще одна вот такая плоская. Это еще вот одна такая вот, как устрица. Да тут их целый склад, блин. Археологический музей под открытым небом. Тут их, наверное, собирать можно, эту тачку, блин, легко. Пойдем дальше посмотрим. Может, что еще найдем. Ну, подобрались поближе. Склоны тут сплошная вот такая вот сыпуха, достаточно отвесная. Сейчас все еще более-менее сухое, но еще идется ничего. Пробуем вот так сейчас по траверсу немножко пойти. Вроде уехать не должен, можжевельники задержат. А вот все, дальше хрен пройдешь. Беда всех этих дорог, что раз и уперся. Надо возвращаться, обходить. Вот почему мы его вообще называли сюда сыром. Это большого количества дырок в нем. С стороны хорошо видно. Ну а можно, конечно, эти дырки представить как глаза. Вот сюда не смотрят, как какое-то огромное существо смотрит на тебя десятком глаз сверху вниз. Вот вид напротив, тоже скала, мы на нее заезжали, там прям на верхушку можно заехать, вон один там дорога идет. Можно проехать либо вот по нижней дороге под эту скалу, ставить там машину сюда подниматься, либо вот заехать наоборот вот с той пологой части прям туда наверх. Так что, оказывается, мы тут уже бывали. Вот если так смотреть с этого ракурса, в принципе, что-то похожее на сфинкса проглядывает. Сейчас еще с одной точки посмотрим на него. Мы спускаемся, кстати, другой стороной, чтобы не повторять маршрут. Нет, на сфинкса не катит никак. По дну балки стало скучно идти, решили мы немножко залезть к скальной стенке, посмотреть, что тут.
Эта часть ущелья, она, этой балки змеиная, она выходит как раз вот, ну, на плато этого Курушлюка. Так, это как вот привычные нам уже козьи тропы, которых, в общем-то, и нету. Идешь так, где пройти можешь. Ну, по низу идти совсем скучновато стало. Раз, повеселимся сейчас. Забрались мы по эту скалу. Такая вот маленькая площадочка, где можно передохнуть, посмотреть по сторонам. А тут совсем не натоптано, тут мало кто бывает. Тут, конечно, тоже, наверное, как-то можно продраться вот так и пройти вдоль всей скальной стенки, но это надо большое желание, очень большое желание. Я часто в применении к Курушлюку употребляю слово куэста. Ну, куэста, насколько я помню, это с испанского, переводится как косогор. Звучит, конечно, красивее, но это, в общем-то, и косогоры есть. Да? То есть одна сторона у горы получается отвесная, другая там пологая, неравноценные стороны. А вот как он образуется, кстати, интересный момент, сейчас хочу попробовать проиллюстрировать. Вот, допустим, у нас какой-то такой останец стоит, вот, каменный, да, посреди степи. И со стороны, ну, в каждой точке есть господствующий ветер, да, который дует чаще, сильнее, длительнее, чем с других сторон. Ну вот, допустим, что у нас вот с этой стороны ветер надувает, и вот он, получается, столетиями вот так вот песочек несет. Здесь скапливается песочек, что-то вот отшелушивается со скалы, вот сюда тоже падает, и опять-таки сюда вот надувается. И вот так вот перемещается этот песок, вот так его надувает, получается, да, и вот с этой стороны, и вот его все больше. Ну и так процесс идет. Природы времени много, да, и спешить некуда, там миллионы лет идет себе этот процесс, и получается у нас вот такая вот косогорчик вот такой получается, да, как видим. С одной стороны, чем здесь он начинает вытягиваться, вот так вот потихоньку, все более пологим становится. Наверху почва образуется, здесь какие-то начинают расти растения, они еще сильнее почву связывают. И в итоге получается вот такой вот у нас косогорчик, да, как мы видим, с этой стороны полого, зайти на него, заехать легко очень. Вот. Здесь обычно все поросшее деревьями, кустарником. А с этой стороны получается вот такая отвесная скальная стенка. Вот всегда все стоянки, они обычно, ну, конечно, под этой вот отвесной скальной стенки. Во-первых, здесь образуются различные пещерки и навесы под ней. А во-вторых, поскольку господствующий ветер дует вот с той стороны куэсты, то здесь у вас всегда практически гарантированный затишек, да, то есть вы здесь все живете красивенько, тепленько, и еще и защищены. С одной стороны, потому что сверху к вам никто не спрыгнет. Сейчас альпинисты умеют по веревкам спускаться. Раньше такого в средние века, не какие средние века, в палеолит. В палеолит такого и в средние века такого не было. Ну вот, собственно, и вся куэста. В Крыму они очень часто встречаются.
Мы туда идем, там нас дожидается машинка. Это выход на дорогу.